Добрый день! В этом видео будет 4 рецепта супов на основе куриного бульона. Их обязательно стоит попробовать. Для бульона буду использовать куриный каркас, но предварительно запеку его в духовке при температуре 200 градусов в течение 20 минут. Из овощей буду использовать морковь, лук и чеснок. Их нарезаю произвольным размером. Для получения бульона янтарного цвета овощи необходимо обжарить. Когда овощи готовы, выкладываю их в кастрюлю. Сверху выкладываю запеченную курицу и все заливаю водой. Как только бульон закипит, необходимо убрать всю пенку, что образуется. Но в данном случае получился чистый бульон, и только после этого добавляются специи. Я использую лавровый лист, черный перец и соль. После этого огонь уменьшается до минимального и варится в течение нескольких часов. Итак, первый вариант – классический куриный суп с лапшой. Лук мелко нарезаем и обжариваем. Морковь также мелко нарезаем и добавляем к обжаренному луку. Отдельно в подсоленной воде отвариваем лапшу до состояния аль денте. Воду сливаем, добавляем пастировку и заливаем все горячим бульоном. Доводим до полной готовности лапши. Готовый бульон процеживаем, а мясо делим на порционные кусочки. Готовое блюдо украшаем зеленью по своему вкусу. Второй вариант – это куриный суп с шампиньонами и птитимом. Если шампиньоны крупные, лучше их нарезать ломтиками. Если они мелкие, лучше оставить целыми. На разогретом масле обжариваем шампиньоны буквально несколько минут. Далее добавляем мелко нарезанный лук, розмарин и тимьян. Когда шампиньоны и лук приобрели красивый зажаренный вид, добавляем птитим, после чего заливаем горячим бульоном и варим до его готовности. Это примерно 10-12 минут. При подаче порционно добавляем мясо и украшаем зеленью. Такой суп имеет особенно богатый насыщенный вкус. Обязательно его попробуйте. Уверена, вам он понравится. Третий вариант – куриный суп с киноа и зеленью. В горячий бульон добавляем мясо и киноа. После закипания на медленном огне варим до готовности. Это примерно 18-20 минут.
В киноа не только много полезных питательных веществ, но она и надолго дает чувство сытости. Для этого супа важно большое количество зелени, так как она дополнительно обогащает его своим вкусом. И еще один вариант – это сырный куриный суп. Для него мы лук мелко шинкуем, морковь натираем на терке, а картофель нарезаем небольшими кубиками. Готовим пассеровку из лука и моркови, обжаривая их по несколько минут. Добавляем картофель и заливаем все горячим бульоном. Через несколько минут добавляем кусочки плавленного сыра и варим до готовности картофеля, примерно 15 минут. А в конце добавляем укроп или петрушку по желанию. Вот такие простые, но очень вкусные супы получились. А какой понравился вам?